Добрый день, в эфире информационная сводка. В Крыму усилен контроль за качеством питьевой и морской воды. Исследование отобранных проб морской воды у побережья Крыма не выявило отклонения от нормы. Эпидемиологическая обстановка в Крыму безопасная. Случаев заражения опасными инфекциями не зафиксировано. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Трамп не исключил, что Киеву придется уступить территории, чтобы остановить боевые действия. Экс-президент США отметил, что для переговоров требуется хороший посредник или переговорщик, которого в настоящее время нет. Трамп также заявил, что настало время США начать способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине уже в начале июля. Об этом пишет NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Сообщается, что в Белом доме активизировались обсуждения о возможности поставок таких боеприпасов. Сейчас Вашингтон ближе к принятию соответствующего решения. Там полагают, что это поможет украинскому контрнаступлению. Страны Евросоюза не исключают отправки на Украину военных миссий при согласии государств-участников и наличии подходящих для этого условий. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник. Также в Евросоюзе обещают расширить инициативу по обучению украинских военных, говорится в материале. Китай призвал к полной безоговорочной отмене всех незаконных односторонних санкций против Сирии. На брифинге в Совбезе по Сирии постоянный представитель Китая при ООН Ген Шуан отметил, что некоторые страны выражают озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и при этом преднамеренно вводят односторонние санкции, что усугубляет экономическую и гуманитарную ситуацию. Как сообщает САНА, китайский дипломат назвал такое поведение лицемерием и сравнил с попытками реанимировать больного, не прекращая его душить. Владимир Путин подписал указ о присвоении 8-му артиллерийскому полку, действующему в зоне СВО, почетного наименования «Гвардейский». В указе отмечается массовый героизм и отвага, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Слова Генсека прозвучали неутешительно для киевского режима, который подал заявку на вступление в альянс в сентябре 2022 года. Самая важная задача сейчас – сделать так, чтобы Украина победила как суверенное, независимое европейское государство. Потому что если в войне победит Путин, то разговоры о ее членстве отпадут сами по себе, сказал Йон Столтенберг. Запад торопит Киев, ведь распиаренный контрнаступ, судя по всему, уже в разгаре. А ВСУ далеки от победы и поставленных целей. Владимир Зеленский осторожно признал, наступление идет медленнее, чем хотелось бы. И вот еще один жирный намек для Киева, как сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, Украина получила приглашение не на сам саммит НАТО, а лишь на Совет НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита.